Приветствую всех, друзья! В этом ролике речь пойдет о неизвестных токарных станках по металлу с самыми невообразимыми конструктивными особенностями. Это станки, которые выпускались в небольших партиях или являются экспериментальными экземплярами. Они не стоят и пылятся в музеях, а трудятся до сих пор в мастерских некоторых умельцев, невзирая на то, что некоторым больше 100 лет. Именно поэтому вероятность того, что вы их видели, очень мала, однако же они сполна заслуживают вашего внимания. Для начала рассмотрим такой уникальный станок производства Франции, особенность которого заметна сразу. Это направляющая необычной полукруглой формы сечения. По ней, единственной, перемещаются все основные элементы станка. Благодаря такой конструкции инженеру удалось сводить к минимуму проблемы с люфтом и выработкой соприкасающихся элементов. Отчасти из-за большой поверхности соприкосновения деталей, а также благодаря тому, что каретки продольной подачи и задней бабки обхватывают направляющую со всех сторон. Также свойство такой формы направляющей сводит к минимуму ее прогибание при силовых воздействиях в процессе точения. Сама по себе направляющая цельнометаллическая, однако на нижней поверхности профрезерован паз для ходового винта, рукоятка которого находится на правом конце направляющей. Другими словами, ходовой винт полностью закрыт от внешних воздействий. Левый конец винта берет начало от системы шестеренок, образующей всем известную гитару, предназначенная для вырезания резьбовых соединений. Шпиндель передней бабки вращается в подшипниках скольжения, что вместе со всем намекает на высокоточность. На заднем конце шпинделя можно заметить и механизм деления, что является довольно редким явлением на такого рода станках. Ну а такие вещи, как малая продольная подача с возможностью поворота на нужный угол для точения конусов и нелинейных поверхностей, окончательно убеждают в профессиональности данного чуда, при том, что станок не такой уж и маленький, хоть и настольный. О размерах можно судить по единственной известной величине, и это высота центров в 100 мм. Продолжая тему необычных направляющих на токарных станках, рассмотрим вот такой зверек, происхождение которого неизвестно, но предположительно был построен в конце 19 века. Оригинальность данного станка состоит также в форме направляющих круглого сечения. Как вы понимаете, в те времена это было невероятным решением, помогающее исключить люфты и дребезжание в процессе работы. Таких направляющих две, и они разного диаметра, расположены в вертикальной плоскости друг над другом. Верхняя направляющая большего диаметра является, собственно, поверхностью, по которой перемещается суппорт и задняя бабка. А вот нижняя выполняет роль как бы поддержкой для суппорта, предотвращающая скручивание вокруг основной направляющей. Это довольно странное решение, но возможно она имела какую-то логику. Продольное перемещение суппорта осуществлялось по зубчатой рейке, которая была необычно выдвинута вперед от станка и крепилась только с одного конца. Довольно странный резцедержатель, однако характерный для того времени, располагался на съемной малой продольной подаче, которая в свою очередь крепилась на Т-пазы поперечной подачи. У станка был и ходовой винт для нарезания резьбы и довольно удобно расположенный рычаг, смыкающий маточную гайку и приводящий в движение суппорт. Вращение ходового винта осуществлялось посредством червячного механизма, расположенного на левом конце, и, что довольно странно, рукояткой на правом конце винта. По рассказам обладателя, станок довольно точен и прост в обращении, несмотря на то, что станку больше 120 лет. Это сложно представить, но это чудо было сконструировано в Германии в 1840 году. И глядя на него, понимаешь, что его возраст выдает только форма ножек и шкив для широкого ремня, расположенный посередине шпинделя передней бабки. Все остальное довольно трудно отличить от более ранних и даже современных моделей. Невероятной конструкционной особенностью является и материал, из которого он был отлит. Это бронза. По понятным причинам все силовые и трущиеся детали сделаны из чугуна, но все же почему все остальное из бронзы? Направляющие трапециевидные, как у современных станков. Есть зубчатая рейка для продольного перемещения суппорта. Даже ходовой винт с рукояткой на правом конце. Обилие рукояток и рычагов на суппорте отчетливо намекают, что станок оснащался и подобием гитары для нарезания резьб. Однако мы это уже не увидим. Возможно, вы уже задались вопросом,
Почему реализовано перемещение суппорта по зубчатой рейке и ручное перемещение по ходовому винту? Да все довольно просто. У ходового вала шаг резьбы меньше, чем шаг зубов рейки. И таким образом можно было переместить суппорт с более точной подачей. И именно из-за этого у станка две маточные гайки и два рычага для их управления. Это вам ничего не напоминает? В конце 19 века был изготовлен и данный станок, имеющий довольно скромные габариты и весьма неоднозначные решения в конструкции. Станок оснащался огромным количеством дополнительной оснастки, позволяющей увеличить в разы функциональность и количество выполняемых операций. При первом осмотре можно заметить непропорционально большой ходовой винт для нарезания резьбы и автоматическую продольную подачу. Однако это не самое интересное. В комплекте со станком шел и набор винтов для автоматизации всех подач, что, согласитесь, не характерно для того времени. Кроме этого, станок мог выполнять и функцию долбления, фрезеровки, гриндера, токарного по дереву и многое другое. Возможно, вы также заметили и непропорционально длинную станину, выходящую далеко за пределы ходового винта и зубчатой рейки. Все это имеет смысл, если акцентировать внимание на механизм с правого конца станка, за задней бабкой. Это подобие револьверной насадки для выполнения действий по изготовлению большого количества одинаковых деталей. Хоть и приводится в движение данный механизм вручную при помощи рычага, такое дополнение здорово могло облегчить труд, например, при сверлении внутренних отверстий. Подытожив, хочу сказать, что в те далекие времена, даже при отсутствии компьютерной графики и огромного штата инженеров, конструкторы старались создавать станки, которые обладали не только хорошим функционалом, но и были максимально прочными и надежными, и работали сотни лет, даже если для этого они выглядели максимально неординарными. А у меня на этом все. Спасибо за внимание, а также за лайки и комментарии. Всем пока!